Привет! Сегодня у нас на повестке такие три загадочные буквы – DSF. Вот если вы когда-нибудь музыку скачивали в высоком разрешении, знаете, HLS, то могли наткнуться и подумать, а что это еще такое? Да, бывает такое. Формат не самый распространенный, скажем так. Вот-вот. Попробуем разобраться, что к чему. Ну да, попробуем выжать самую суть. Не просто там характеристики перечислить, а понять, чем он хорош, этот DSF. Почему аудиофилы им так интересуются. И какие там подводные камни есть. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! За ним целая технология стоит, да? Именно. DSD. Direct Stream Digital. Это еще Sony и Philips придумали в 90-х. Как бы один из основных форматов для DSF. Понятно. Ну так что же такое сам DSF-файл? Он обозначается как Direct Stream Digital Audio File. Вот, давай на пальцах для слушателя. На пальцах. Хорошо. Это такой контейнер для музыки, который хранит ее без потерь. Lossless, как говорят в аудиокругах. Как флаг. Похоже, но не совсем. Вот представь себе звук не как несколько ступенек, ну, как в обычном CD или флаг. Это PCM называется. А как что-то, что только с одной ступенькой. DSD и, соответственно, DSF кодируют звук одним единственным битом. Одним битом? Серьезно? Да, но зато с невероятно высокой частотой дискретизации. Не кило, а мегагерцы. От 2,8 миллиона раз в секунду и выше. Ого! 2,8 мегагерца. А на CD сколько? 44,1 килогерц. Разница огромная. В 64 раза. Технология называется сигма-дельта-модуляция, если кому интересно. Так, значит, один бит, но очень-очень часто. И зачем так сделали? Чтобы звук был как бы натуральнее, ближе к оригиналу. В этом и была идея. Сторонники DSD как раз говорят про гладкость, естественность, что нет той цифровой жесткости, которую некоторые в PCM слышат, типа ближе к винилу, к аналогу, та самая аналоговая теплота, или что-то вроде того. Это научно? Не очень. Все технические детали вы можете посмотреть в наших видео по ссылке в описании. И оставайтесь с нами. А теперь рассмотрим библиотеку музыки и то, как вы ее слушаете. Если система поддерживает воспроизведение HRS, важно учитывать качество исходных файлов. ЦАП или стример могут демонстрировать наилучший результат при определенном разрешении аудиоданных, включая не только частоту дискретизации и битность, но и режим PCM или DSD. Однако записи не всегда доступны именно в таком формате. В таких случаях файлы можно адаптировать, изменить разрядность или частоту дискретизации в соответствии с особенностями устройства. Смена разрешения не улучшает качество файла само по себе, новой информации не добавляется, но воспроизводящие устройства работают в своем оптимальном разрешении, и это может дать слышимый эффект. При изменении разрешения или частоты дискретизации аудиофайла качество обработки имеет принципиальное значение. Для этих задач используются специализированные аудиоконвертеры, например, AUI-конвертер – программа для конвертации и подготовки аудиофайлов. Подробности о подходах к обработке и том, как она делается, в статье и видео по ссылкам в описании.
Итак, что же может содержать файл с расширением DSF? DSF, он как раз и позволяет такой DSD-звук хранить. Причем и стерео, и многоканальный, там 5.1, например. И еще вот что важно. Он хранит метаданные в удобном и широко распространенном формате ID3, точно такой же, как и в MP3 файлах. Обложки, названия треков, исполнителя. Да-да, это очень удобно. И гибко. В DSF это все можно записать. И это, кстати, одно из главных отличий от другого DSD-формата – DFF. Но об этом, да, чуть позже. Но слушай, насколько я знаю, DSF — это не только музыка. Да. Расширение DSF — это не один тип файлов. Это же расширение DSF используют еще для двух совершенно других вещей. Каких? Во-первых, векторная графика, файлы для программ типа Coral Designer или DAZ Studio. Там фигуры, текст, вот это все. Ничего себе. А во-вторых, что еще забавнее, файлы проектов для сценаристов. Программа Dramatica Pro. Там элементы сюжета хранятся. То есть можно случайно сценарий в аудиоплеер засунуть? Весело. Ну, теоретически да, но каждый файл имеет свою сигнатуру. Другими словами, характерные особенности данных. Поэтому плеер может не узнать аудиофайл и сказать, что он поврежден или не подходит. Ладно, шутки шутками, но основное — это все-таки музыка. Похоже, да. Особенно для ценителей, для аудиофилов. Классика, джаз часто в DSF бывают. Конечно, это его главное предназначение. И вот тут как раз пора сравнить его с DFF, а то путаница часто возникает. Да, DFF. Это что же DSD? Звук-то одинаковый должен быть. Звук, да. Если мы говорим о самих аудиоданных, то и DSF, и DFF хранят один и тот же однобитный поток. Качество идентично, если конвертер ничего не намудрил. Аудиоданные упакованы по-разному. Их нельзя просто взять и поменять местами, как для некоторых типов AIF и WAV. А еще в чем тогда разница, кроме метаданных? Ну, метаданные — это уже огромная разница для пользователя. Представь коллекции DSF-файлов и никаких тегов. Ни обложек, ни названий, ни артистов в плеере. Как это сортировать? Ох, да, это кошмар перфекциониста. То есть DSF тут явно выигрывает. Для домашнего использования однозначно. Плюс совместимость. DSF сейчас лучше поддерживается плеерами, конвертерами. DFF чаще в профессиональной среде используют. И с ним бывают заморочки. Танцы с бубном. Вроде того. Есть еще момент. DFF может использовать сжатие DST. Это тоже лослess сжатие, но внутри DSD. А DSF нет. Но в реальной жизни удобство метаданных и совместимость обычно перевешивают. Ясно. Значит, для нас, простых смертных аудиофилов, DSF предпочтительнее DFF. А если сравнивать DSF уже не с DFF, а с привычными FLAC, WAV или даже с MP3? Тут как? Тут разница уже фундаментальная. Это как, не знаю, сравнивать бензиновый двигатель и электрический. Оба двигают машину, но принцип совершенно разный. Так. DSF и DFF — это мир DSD, 1 бит, мегагерцы. FLAC, WAV, IEF, iLAC, и MP3, AAC — это мир PCM. Много бит — 16, 24, 32 и частоты пониже — 44,1 кГц, 96 кГц. Разные подходы к описанию звуковой волны. И сразу вопрос. А что лучше звучит? Вот DSF всегда круче, чем FLAC. Так, давай сразу MP3 отделим. MP3 — это лосси, с потерями. Он часть информации выбрасывает, чтобы файл был маленький. А DSF и FLAC, они lossless, без потерь. Они всю информацию хранят. Так что DSF и FLAC точно лучше MP3 по качеству. Окей, это понятно. А вот DSF против FLAC. И оба без потерь.
Оба имеют высокое разрешение. DSF, он как бы по определению такой, из-за своей природы. DSD-64 — это уже 2,8 МГц, а FLAC может быть и обычным CD-качеством — 44, 100 на 16. И Hi-Res, например, 192 тысячи Гц. И что, эти мегагерцы в DSF прям вот решают? Звук можно реально улучшить? Теоретически, да. Плюс шум квантования у него уходит очень далеко за пределы слышимости, особенно на высоких DSD-битрейтах. DSD 128, 256. Там по шуму и полосе пропускания он может обгонять даже Hi-Res PCM, но это в теории. Мы уже рассматривали это в нашем видео по ссылке в описании. Да, это математика, теория, а на практике? Там все решает, как все сделано, как записали, на каком железе, как воспроизводят, какой ЦАП, какие алгоритмы. Можно сделать шикарные PCM и отвратительные DSD и наоборот. То есть нет такого, что вот DSF — это всегда вау, а PCM — отстой, или наоборот? Все очень сильно зависит от конкретной записи. От аппаратуры, ну и от ушей слушателя, конечно. Многие вообще разницы не слышат или предпочитают звук PCM. Значит, слепо гоняться за DSF только из-за цифр в названии смысла нет, надо слушать. Именно. Плюс, как мы сейчас увидим, с DSF не все так просто в плане работы с ним. Ну, давай еще пару технических деталей про DSD. Частоты мы назвали? DSD 64, 128, 256, 512, 1024 и так далее. Это все кратно 44,1 кГц. Ну или иногда 48 кГц. Битность всегда 1 бит, каналов обычно до 6, 5.1, метаданные ID3. А какие-то подводные камни в самом файле могут быть технические? Файл состоит из заголовка, потом куски аудиоданных, потом в конце метаданные. И вот если в заголовке неправильно указан размер последнего куска аудио, плеер может попытаться прочитать лишнее, пустоту, и получится щелчок или треск в конце трека. Неприятно. Мелочь может испортить впечатление. Ну да, хорошо, вот есть у нас этот DSD-файл. Красивый, хорезный. Что с ним делать? Как слушать-то? Нужен либо подходящий софт, либо подходящее железо. Плееры есть под все системы. Windows, Mac, Linux, мобильные тоже. В общем, выбор есть. Почитайте список в статье об этом. Ссылка на нее в описании к видео. Просто поставить плеер и все? Не совсем. Тут есть два пути. Первый, самый правильный с точки зрения частоты DSD. Это прямое воспроизведение. Native DSD. Это как? Это когда у тебя есть соответствующий плеер и DSD-ЦАП. Коробочка. Устройство, которое цифру в звук превращает. Которое умеет работать с DSD напрямую. Плеер ему просто отдает этот однобитный поток как есть, а ЦАП уже сам разбирается. А если у меня обычный ЦАП, который только PCM понимает, таких же большинство, наверное? Вот, тогда второй путь. Плеер сам на лету конвертирует DSD в PCM прямо во время проигрывания. Большинство современных плееров это умеют. Подожди, то есть если у меня нет специального DSD-ЦАПа, то, слушая DSF на компьютере или телефоне, я на самом деле слушаю не DSF, а его PCM-версию? Получается, что так. И вот тут важно. Любая конвертация DSD в PCM – это процесс с потерями. Немножко, но качество меняется. Насколько заметно, зависит от того, насколько хороший алгоритм в плеере. Интересно. То есть магия DSD может немного развеяться при воспроизведении на обычном железе? Может и развеяться, а может и нет. Логично считать, что для полного раскрытия нужен DSD-ЦАП. Хотя там все непросто. Мы это разбирали в другом видео по ссылке в описании. Да, а вот сама конвертация, можно заранее DSF перегнать во что-то другое? Можно, конечно, и часто это делают. Причины, в общем-то, те же. Совместимость? Да, во-первых, совместимость. Твой плеер, телефон, сетевой проигрыватель не понимает DSF или какой-то конкретный DSD 128, или, скажем, DSD 256. Тогда конвертируешь его в понятный FLAC или WAV. Логично. Что еще? Во-вторых, можно изменить разрешение.
Например, был 5.1-канальный DSF, а тебе нужно стерео для наушников. Или хочешь сэкономить место. Перегоняешь DSD-128 в DSD-64. Хотя это DSD в DSD, но все равно пересчет с потерями. Ясно. И в-третьих, бывает, что ЦАП, даже если он PCM, лучше работает с какой-то определенной частотой дискретизации. Ну, например, со 176,4 кГц. Ему лучше, чем со 192. Можно заранее перегнать DSF в этот оптимальный PCM 176,4 кГц. Интересно. И говорят, что если уж конвертировать, то лучше использовать все-таки качественный конвертер. Ведь, что ни говори, высокое качество помогает нам насладиться музыкой полнее. Да, резонное мнение. К сожалению, у плееров и железа есть ограничения по времени, отведенному на конвертацию. У железа, то есть специализированных устройств, есть еще и ограничения в вычислительных ресурсах, памяти, процессорах. Конвертеры форматов аудиофайлов, как, например, наш AUI-конвертер, не сильно ограничены во времени конвертации и могут использовать более точные и более тяжелые алгоритмы, чем некий плеер на лету. Такие алгоритмы крайне проблематичны или даже пока не реализуемы для работы на лету. Результат может быть чище от искажений. Плюс ты один раз конвертировал, и все. Процессор при каждом прослушивании не напрягается, меньше греется, вентиляторы не так громко жужжат. Но ведь это преобразование между разными системами. Что-то неизбежно теряется или искажается. Именно так. Но задача хорошего конвертера — сделать это максимально незаметно для слушателя. В идеале получить больше, чем потерять. Да, непростой формат. Слушать — нужные условия. Конвертировать с потерями. А редактировать-то его можно? Ну там громкость подкрутить, кусок вырезать. Вот с редактированием самая большая проблема. Метаданные – пожалуйста. Обложки, теги – это меняется без проблем AUI-конвертер или другими программами. А вот само аудио Что, никак? практически никак. Если говорить о нативном редактировании в однобитном формате, это нереально. Нет такой математики. И что делать, если очень надо? Стандартный путь, которым в студиях пользуются. 1. Конвертируем DSF в PCM очень высокого разрешения. Например, 352,8 или 705,6 кГц. Лучше 32 бита с плавающей точкой. Есть альтернатива, это иногда называют DXD. 2. Редактируем этот PCM-файл в обычном аудиоредакторе. 3. Конвертируем результат обратно в DSF. Ого! Двойная конвертация. DCPCM, DSF. Это же двойные потери. Ужас. Двойные – 2 преобразования. Поэтому редактирование и стараются минимизировать. Каждое такое преобразование – это потенциальное ухудшение. Есть артефакты типа звона, которые могут появиться. О звоне смотрите видео по ссылке в описании. Хотя насколько они слышны, эти потери – вопрос открытый. Во всей системе, от микрофона в студии до динамика в комнате слушателя, это далеко не самое узкое горло. Если программа конвертации качественная, то эти потери можно не рассматривать. Используйте профессиональный аудиоконвертер, например, такой, как AUI-конвертер. Похоже, DSF — это формат из серии «Слушай как есть и не трогай». В общем-то, да. Он скорее для финального продукта, для прослушивания, а не для обработки. Ну, разве что можно вырезать куски аудио поблочно, без перекодирования, если нужно файл укоротить. Некоторые программы это умеют, но могут появиться щелчки на границах результирующего фрагмента. Не советую так делать. Ясно. Ну что ж, мы разобрались в теории, сравнили форматы, поняли, какие сложности с воспроизведением, с редактированием. А где люди вообще берут эти DSAF-файлы? Источников несколько. В
принципе. Первое, конечно, онлайн-магазины Hi-Res музыки. Их довольно много сейчас. Там можно купить альбомы в DSD. Часто прямо из студийных DSD-исходников. Там же бывают и бесплатные треки для пробы. Ссылки смотрите в статье, указанной в описании к этому видео. А можем получить DSF и другими путями? Да, также мы можем получить DSF при конвертации из DFF. Как мы выяснили, звук не теряется, а метаданные можно добавить самому. Удобно. Можем делать риппинг дисков SA-CD, Super Audio CD. Но для этого нужен специальный привод, не всякий подойдет, и специальный софт. Не самый простой способ. Легальный? Зависит от страны. Ну и последний в нашем списке способ – конвертация из файлов SA-CD, ICO, FLAC, WAV. И, если угодно, MP3. Да, мы делали видео про эти способы. Посмотрите по ссылке в описании. В общем, доступные источники DSF есть, но иногда требуют усилий. Ну что ж, давай попробуем подвести итог. DSF — это значит контейнер для аудио в формате DSD. Формат без потерь, который использует 1 бит и очень высокую частоту дискретизации. Да. Некоторые считают, что с идеей приблизиться к аналоговому звучанию. Плюсы. Потенциально высокое качество, ну и поддержка метаданих, что выгодно отличает от DFF. Так, Минусы. Для полноценного воспроизведения желательно специальное железо – DSD-ЦАП. Конвертация в обычный PCM или из него – это всегда с потерями. Хотя с качественными программами ими можно и пренебречь. А редактировать само аудио, очень сложно и тоже с потерями качества. Хотя заметность потерь зависит от того, чем и как вы редактируете. все верно. И, пожалуй, главный вывод из сравнения DSD и PCM – нет однозначного победителя. Теория – это одно, а практика – другое. Качество всей цепочки – запись, мастеринг, ЦАП, усилитель, акустика – важнее, чем просто буквы DSF или FLAC на файле. То есть нельзя сказать, что DSD априори лучше PCM. Или наоборот. Я бы не стал. Хороший PCM может звучать лучше плохого DSD. И наоборот. Все зависит от реализации. Ну и от личных предпочтений, конечно. И вот тут у меня возникает вопрос, такая мысль для размышления. Мы вот гоняемся за чистым DSD, ищем DSF-файлы. Если даже в студиях часто работают в PCM, в том же DXD, потому что DSD редактировать невозможно, а потом уже результат конвертируют в DSF для продажи, то вот насколько часто мы на самом деле получаем вот этот непрерывный DSD-пуч от микрофона до наших ушей? Может, большая часть того, что мы покупаем как DSD, на самом деле уже прошло через PCM-стадию? Это очень хороший вопрос. И он ставит под сомнение всю эту погоню за частотой формата. Возможно, действительно важнее качество самой музыки, самой записи и мастеринга, обработки, конвертации формата, а не то, в каком контейнере оно к нам приехало. Вот именно. Может, стоит меньше зацикливаться на форматах и больше доверять своим ушам. Золотые слова. Пожалуй, на этой философской ноте мы и завершим наше сегодняшнее погружение. Надеюсь, с DSF стало немного понятнее. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Что вы думаете о DSD форматах аудиофайлов? Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить полезное вам видео. И если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.